Все нормально, все, запись пошла. Приветик всем. Сегодня мы с вами будем заниматься достаточно горизонтальный свитер. Сейчас расскажу. Достаточно легким делом мы будем делать расчеты на V-образный вырез. Дело в том, что вырез V-образный мы уже связали, но нам нужно еще его обвязать резинкой. И я так посмотрела, в принципе, у всех девочек, которые V-образный вырез в интенсиве вяжут, по-моему, у всех он там как раз идет с резиночкой. Поэтому сегодня мы будем заниматься только V-образным вырезом. Я вам покажу, как сделать расчеты, чтобы аккуратненько набрать здесь петли и провязать вашу резиночку. Это первое. Второе, я покажу, как же красиво оформить вот здесь вот, где у нас расходится этот вырез V-образный, как оформить здесь нашу серединку, чтобы она была аккуратненькая. Там тоже ничего сложного, но мне важно это вам показать, чтобы вы все поняли. Завтра мы будем заниматься нашим круглым вырезом, и уже на своем платье я покажу, как правильно набрать петли по краю круглого выреза. Так, сейчас почитаю, что вы пишете. Горизонтальный свитер, вот Карина пишет. Да, я как раз сегодня в этом платье, это не свитер, у меня платье. Это то, что мы будем вязать с вами в следующем интенсиве. Вот как бы можете посмотреть, от рукава к рукаву вяжется. И, ну, здесь это может быть и свитером, и платьем, но смысл в том, что как бы здесь нет никаких швов. И видите, это простая резинка 2 на 2. Это платье я вязала еще в 9 классе, мне было 14 лет. Этому свитеру уже, я боюсь сказать, сколько лет. Очень много, девочки, лет. Лет, наверное, 12-13 этому свитеру, платью. Я его до сих пор ношу. Кстати, пряжа тут очень дешевая, какую-то с мамой купили, совершенно ну, не в специализированном магазине, а вот просто на каком-то рынке. Привет, не знаю, надолго ли, но поздороваюсь. Привет, Ульяна, приветик, Оля. Как зубки, спрашивают. Все хорошо пока, ну, я как бы проблему не решила, то есть все равно нужно все это дело переделывать и делать более качественно, но пока временно у меня все в порядке. Сашенька, Кострома на связи, приветик. Я год не вязала, а вас увидела и руки потянули, соскучилась. Круто, присоединяйтесь. Добрый вечер, Сашенька, добрый вечер, Натали. Как самочувствие? Все прекрасно. У меня я только, правда, устала сегодня, очень как-то морально, видимо, потому что всегда такие процедуры, они выматывают морально. Но ничего, я думаю, что сейчас мы с вами быстренько все обсудим, и вы все поймете сразу с первого раза. Какой клевый свитер, очень красивый цвет, очень идет вам, спасибо. Оля, добрый вечер, пишет, что платье красивое, спасибо. Света, добрый вечер, Сашенька, я и девочки, я соскучилась, без эфиров уже скучно. Замечательно смотрится горизонтальный. Спасибо, девочки. Сегодня у нас начинается, кстати, последняя неделя интенсива, третья. И мне кажется, что мы как раз-таки в нашем интенсиве, у нас по счету третий, очень даже хорошо справились с задачей, потому что я смотрю, поначалу девочки переживали, плакали, что не успевают связать. Но я смотрю, очень многие из таблицы нашей, очень многие успевают, и все нормально у всех. Но я не знаю, может быть, результаты мы подведем в понедельник, а не в четверг, чтобы я немножко еще дала вам время, чтобы вы закончили вашу работу, и я как можно больше платьев показала, ну вот, на ютубе. Не знаю, насчет эфиров, следите за моими сторис, может быть, там где-то в инстаграме напишу, девочки с интенсива, я вам вайбер буду писать. Не знаю, как с прямыми эфирами, может, я буду дальше там ходить по стоматологам, и может там что-то будет меняться, и я не смогу физически выйти в эфир, ну, посмотрим. Приветик, да, я одела. Много, Яна. Много лет платью. Болею, поэтому ненадолго. Анастасия, выздоравливай. Приветик. Всем привет, все, кто здоровается. Девочки, я всех вас по аватаркам узнаю. Так классно, вы мне все пишете привет, и я знаю, кто где. Уже имена не называю, чтобы все это было быстрее. Сашенька, вязали ли вы когда-то брючные костюмы? На взрослого нет, вязала только деткам штанишки. Приветик, Милана. Милана вот последняя, поэтому назвала имя. Вера, привет. Всем привет, Саша. Я на выходных писала про свою пропавшую петлю. Да, я помню. А потом нашла ее, подняла, но так как вяжу туго, у меня полотно чуток присобралось. Это плохо, да?
Ну, мне кажется, что в районе вот этой петли, которую вы подняли, можно немножко расправить петли соседние, там буквально 5 соседних петель немножко подтянуть. То есть это расправить как бы немножко стянутость на соседние петли, ее переложить, то есть добавить к стянутым петлям капельку ниточки, стянув соседние петли, и тогда будет хорошо. Ну, в принципе, это не так страшно, потому что когда наоборот лишняя петля появляется, и ее потом спускаете, то появляются, особенно на изнаночной стороне, такие рыхлые части, которые не очень хорошо смотрятся. Привет, Сашенька, ура, я красиво сшила плечи, поздравляю. Приветики, девочки, приветики. Ну все, давайте будем начинать. Я, как всегда, поменяю камеру. Не знаю, что сейчас будет, если вдруг что-то собьется с эфиром, пишите, я переключу эфир, запись на ютубе идет, все нормально. Мы сегодня с вами сейчас делаем быстро расчеты сразу вам говорю, легкотня, поэтому можете даже расслабиться немножко. И покажу на своем примере, я связала небольшой образец, сейчас вам покажу, на своем примере покажу, как я набираю петли, вот тут вот в серединке, помню, у меня был вопрос, нужно ли оставлять здесь посерединке 2 петли для того, чтобы V-образная горловина лучше смотрелась. Я покажу, как делаю я. Я 2 петли не оставляла, но вот я связала такой небольшой купальничек. Я думаю, вы понимаете, это как раз вот эта часть V-образного выреза, и эту серединку я вам как раз на этом примере образца покажу. Думаю, что будет понятно. Если понятно не будет, ну тогда уже завтра, может быть, как-то это доработаем. Саша, ты еще не думала, какой будешь свитер вязать горизонтально? Смотрю на рисунок на твоем платье и задумалась об этом. Я его уже вяжу, Света, потому что пробный мне все-таки нужно связать, мне нужно как-то вам показать, что получится. У меня там теневой рисунок, что-то мне как-то захотелось. Такими зигзагами лицевая и изнаночная меняются. И мне захотелось, чтобы зигзаги эти шли вот так. Потому что я вяжу отсюда, и я его уже потихоньку вяжу. Я уже перешла на вот эту большую сторону, один рукав связала и вяжу основные части. До интенсива как раз должна успеть, чтобы вам показать. Интересно на взрослого попробовать. Это штанишки, да, но боюсь, с посадкой брюк не справлюсь. Это интересно, кстати, вязать брючки, потому что там сзади должно быть немножко выше, спереди чуть ниже, чтобы хорошенько на попе сидела. И мне нравится, когда деткам я вяжу штанишки, взрослому не вязала. Покажешь в ЕГЭ как-нибудь процесс? Покажу, Света, покажу. Дело в том, что я этот горизонтальный свитер вяжу вот так вот какими-то урывками. В транспорте вяжу, потому что еще пока только маленький рукавчик, и легко его брать с собой, он немного места занимает. Где-то, например, пока готовлю кушать, у меня всегда клубочек с собой, я на диване сажусь, вяжу. То есть в основном вот платье свое, которое в интенсиве сейчас я вяжу, либо какие-то заказы, я прихожу к себе в комнату в эту, либо я там конкретно сажусь внизу и вяжу там, не переставая, часа 3-4 с некоторыми перерывами, в общей сложности часов 8. А этот я как-то вот такими набегами, поэтому я не успеваю нормально сфотографировать. Но у меня есть пару фотографий, я думаю, что я покажу. Саша, на тебе сейчас горизонтальный свитер тоже хорош. Люблю, когда несложный узор. Спасибо, мне тоже нравится. Саша, буду вязать рукава сегодня ночью, горловину. В среду очень хочу надеть свое платье, надеюсь, получится. Милана, тогда тебе потом нужно выспаться хорошо, потому что все-таки лучше ночью спать. Классный свитер. Спасибо, это платье, девочки, я еще раз повторю. Оно вот так резинкой вниз прямое и идет, выше колена. Ну все, переключаю камеру, уже много заболталась. Так, сейчас я это отключу, зарядку, я думаю, она мне пока не понадобится. Ой, у меня телефон что-то уезжает куда-то. Давай, меняйся. Сейчас телефон подправлю. Так, а я рукава довязываю, осталось 29 рядов. О, класс, вот это круто, потому что я еще второй рукав не связала, я связала только первый, девочки. Но я успею, я думаю, что сегодня-завтра я его довяжу. Так, потому что я его вязала, я засекла время, а первый рукав я вязала ровно 2 часа. Вот мне нужно выделить 2 часа, чтобы связать второй. Ну что там не виснет? Пока, если будет виснуть, говорите. Ой, я довязала, поздравляю, поздравляю. А, довязываю, Елена.
Так, я еще не сшивала, еще время есть. Так, берет с козырьком вяжешь на осень? Берет я вязала, честно скажу, вязала в школе, когда, знаете, еще были модны такие береты с козырьком из ткани. Вот вязала я себе в школе, но я не помню вообще, как я его вязала. Это было так давно, я и не вспомню, честно говоря. Так, ну все, я буду объяснять, а потом почитаю, что вы пишете. Так, у меня немножко неудобно лежит листочек, сейчас я подправлю. Так, ну что, вот смотрите, я нарисовала свою горловину V-образную. Я хочу вам сейчас объяснить, что конкретно мы будем рассчитывать. Вот эту заднюю часть мы рассчитывать не будем, потому что завтра я вам расскажу, покажу, как правильно набирать петли. То есть ее, в принципе, рассчитывать не нужно, вот эту заднюю часть. Вот эту, получается, снизу, да, мы вяжем резинку. Потому что она сразу по ходу дела набирается из тех петель, которые у нас образуются после закрытия горловины. Нам нужно будет сегодня рассчитать вот это количество петель. Ну, я думаю, все прекрасно понимают, что здесь мы вязали снизу вверх, а здесь мы будем вязать, набирать петли по этому краю, вот где я красным очертила, и будем вязать свою резинку по кругу, ну, вот с этой точки и выше. То есть здесь у нас получается ряды, то же самое, что и в рукаве, когда мы считали, сколько набрать петель. Сейчас я вам покажу. Вот, считали, каким образом набирать петли в этом месте. Здесь у нас были ряды, а здесь у нас было количество петель. Тут то же самое, тут у нас ряды, а здесь количество петель. Нам нужно их совместить, чтобы узнать, через какое количество кромочных петель нам набирать наши на резинку. Так, поэтому я сразу записала глубина моего выреза 20 сантиметров, это вот до этого места. Резинка у меня получается 5 сантиметров, то есть глубина моего выреза, который я хочу, 15. Я вязать такой вырез не буду, это просто вот мерки из головы, которые я себе придумала. Вы, естественно, пишите свое значение. Я взяла листочек, где я делала расчеты на свою V-образную горловину. И вот, смотрите, моя горловина 20 сантиметров, и она составляет 42 ряда. Поэтому я сюда запишу 20 сантиметров, 42 ряда. Это то, что нам понадобится сегодня. Все остальное, ну, в принципе, как бы, все остальное у нас уже есть, поэтому вот такой рисуночек вы должны будете себе сделать. И именно вот эти петли, где я отметила красным, нам нужно будет посчитать. Давайте я запишу еще сверху, чтобы, так сказать, не забыть. 42 ряда равно 21 кромочная петля. Я думаю, что вы понимаете с тех расчетов, которые мы делали на рукав, что у нас ряды считаются лицевой и изнаночной, их всего у меня 42, а 21 кромочная вот здесь идет по краю нашему. Дело в том, что мы кромочную в одном ряду снимаем, а во втором ее провязываем, поэтому кромочных у нас в 2 раза меньше, чем рядов. И именно за кромочные в V-образном вырезе с вот этой стороны, которая у нас спереди, не на спинке, а спереди, мы набираем петли именно из кромочных. На спинке мы будем набирать петли из петель нижнего ряда нашего последнего. Это мы пока спинку не трогаем, считаем только вперед. Итак, что мы делаем дальше? Теперь нам нужно посчитать, мы посчитали высоту. Давайте я напишу, это высота. Теперь нам нужно это посчитать все в длину для набора наших петель. У нас точно так же 20 сантиметров. Давайте я здесь запишу 20 сантиметров, чтобы вы понимали. 20 сантиметров, 42 ряда. Тут то же самое. Теперь считаем ширину. 20 сантиметров у нас с одной стороны ширина и с другой стороны. 20 плюс 20 мы получаем 40 сантиметров. То есть нам нужно посчитать, сколько петель помещается в 40 сантиметров. Это высота, а это у нас ширина. Мы берем одно и то же значение, 20 сантиметров. То есть вот эта наша часть от этой точки плечевой вниз и до плеча составляет 40 сантиметров. Для того, чтобы узнать, сколько петель нам нужно набрать для нашей резинки, мы записываем нашу плотность. Вспоминаем ширина, плотность нашей ширины. Как правильно я сказала? Плотность ширины.
ой, не знаю, как-то странно звучит. 10 петель у меня составляют 7,5 сантиметров. Мне нужно узнать, сколько петель в 40 сантиметрах, вот в этих. Я беру калькулятор. Так, ничего не виснет, отлично. 10 я умножаю на 40 и делю на 7,5. У меня получается 53,3. Здесь я советую вам брать... Сейчас вот так. Нет, 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 все правильно. Здесь я советую вам брать четное количество петель, если вы вяжете резинку. Лучше так. Поэтому я записываю 54. Неважно, это резинка 2 на 2, 1 на 1 или 3 на 3, потому что у нас еще петли будут здесь по краю на спине. И мы считаем только вперед. Мы посчитаем вперед, наберем петли по спине и потом будем смотреть, укладываемся мы в наш раппорт или не укладываемся. Итак, вот 54 петли. Давайте я запишу. 54 петли нам нужно набрать по краю выреза. Давайте будем точнее. 54 петли набрать по краю выреза спереди. И дальше делаем дописку, как мы делали, когда считали наш рукав. Вот здесь, посмотрите, мы узнали, сколько кромочных и сколько петель набрать. Вот сейчас мы узнали, сколько петель набрать. 54 петли набрать из скольки кромочных. Я думаю, вы сейчас мне это все дружно хором скажете. Из 42. Вот, 42 ряда, 42 кромочные. Почему здесь у нас 21 кромочная из 42 кромочных петель? Я это обведу красненьким. 54 из 42. Все очень просто. Я надеюсь, вы это поняли. У нас две стороны. С одной стороны 21 петля кромочная и с другой стороны 21 петля. Всего получается 42 петли. Давайте я, наверное, это запишу. 21 кромочная плюс 21 кромочная. На всякий случай равна 42 кромочных. Готово. И теперь мне нужно высчитать, через какое количество кромочных мне нужно сделать... Так, не видно, да? Мне нужно сделать набор своих петель, чтобы у меня получилось 54. Потому что если мы из каждой кромочной наберем одну петлю, получится всего 42, а нам нужно 54. Поэтому через какое-то расстояние мне из одной кромочной нужно будет набрать 2 петли. Что я для этого делаю? Я думаю, что вы все это понимаете. Мы это то же самое делали, когда делали расчеты рукава. И, кстати, когда делали расчеты планки на нашем кардигане. Так, что я делаю? Я от большего отнимаю меньшее. 54 минус 42. В любом случае мы от большего отнимаем меньшее. Считаю на калькуляторе. 54 минус 42. 12 получается. Все верно. 12 петель у нас разница. Теперь мы берем наши кромочные 42, это важно, что брать именно кромочные, и делим на 12, то, что у нас получилось. 42 разделить на 12, у меня получается 3,5. Что это значит? 3,5, давайте я напишу красным, это очень важная информация. Это примерно из каждой третьей, четвертой петли нам нужно набрать 2 петли. Я не буду писать здесь примерно, потому что у меня 3,5. Если у вас будет 3,4, то примерно. Что это значит? Смотрите, снова рисую свой любимый рисунок. Предположим, вот наши кромочные. Это наш V-образный вырез. Мы эти кромочные уже провязали. Это то, что находится здесь. И нам из этих кромочных нужно вот так вот прямо вверх связать резинку. Нам нужно сначала петли набрать. Вот из 3-4 здесь я набираю одну из этой кромочной, потом считаю 1, 2, 3. Из третьей я набираю 2. Теперь 4 считаю. 1, 2, 3. Из этой тоже одну. 1, 2, 3, 4. Из этой тоже набираю 2, а из этих
по одной. Теперь снова считаю 3. Раз, 2, 3. Из этой 2, а из этой по одной. И так дальше. Если у вас здесь будет не 3,5, не 4, например, а 3,3 или 3,1, или может быть 1,8, ну вот что-то такое, где не четко половинка и где не четко целое число, тогда советую вам все ваши кромочные, вот 42 петли, все-все-все кромочные, все-все-все, вот так вот расписать, можно прям в рядочек, и от каждой петли написать, сколько чего мы прибавляем. Это будет тогда очень правильно и очень четко, очень равномерно. Важно равномерно набрать все эти петли по краю, вязать нашу резиночку, потому что это будет залог нашей красивой горловины. Если вы что-то как-то где-то подхалтурите, с этой стороны наберете больше, с этой в каждую кромочную, то у вас резинка скукожится с одной стороны, с другой стороны распрямится, и это будет некрасиво. Вот советую вам всегда так делать расчеты. Что самое главное здесь? Самое главное, чтобы у вас общее количество петель, это я уже забегаю наперед, потому что я уверена, что после эфира, девочки, вы будете вязать горловину, чтобы ваше общее количество петель здесь и на спинке равнялось, то есть не равнялось, а в это общее количество петель помещались раппорты без остатка. То есть если у вас резинка 2 на 2, вот это количество петель и на спинке, они должны четко делиться на 4 без остатка. Если 1 на 1 резинка, у вас должно быть четное число петель. Я вам советую такие прямо расчеты конкретные не делать по вот этим вот раппортам, чтоб раппорт поместился. Я вам советую сначала петли набрать. Здесь вы спереди знаете, сколько вам нужно, 54. И здесь еще у нас будет 2, кстати. Но сейчас я вам на практике покажу. Плюс 2 посерединке. Это больше в расчеты лучше не включать, а просто на практике покажу. И плюс петли вашего выреза на спинке, которые вы наберете из последнего ряда петель спинки. И тогда уже вы смотрите, оцениваете, подходит вам это число или нет. Если у вас, например, получится на одну петлю больше, вы просто где-то одну петлю, желательно на спинке, либо где-то вот с краю здесь, не спереди. Спереди у нас четко должно быть 54. Работаем с петлями на спинке. На спинке где-то можно одну петельку спустить, где-то, чтобы было незаметно. Либо если у вас получается так, что вам 2 петли не хватает, добавляете одну на спинке здесь, одну здесь. Либо так, если получается, что у вас одной петли не хватает, добавляете где-то посерединке. Ну, то есть вы либо спускаете, либо добавляете петли, что для вас будет лучше. Но здесь на вырезе в центре четко 54 плюс 2 вот здесь в центре. Я покажу вам. Вот. Теперь что мы делаем? Последнее. Моя резинка, помните, в моих расчетах, вот, она шириной 5 сантиметров. Давайте я это тоже запишу. Так, резинка 5 сантиметров. И мне теперь нужно посчитать, сколько мне рядочков вязать. Я снова пишу свою плотность вязания, но высоту. Вот здесь у меня была ширина, здесь я записываю высоту. У меня 10 рядов составляют 4,8 сантиметра. Мне нужно узнать, сколько 5 сантиметров рядов. Честно говоря, тут можно не считать. Давайте все-таки посчитаю, да, чтобы вам показать, что я это делала. 10 умножаю на 5 и делю на 4,8. У меня получается 10,4. Мне 11 рядов как-то не очень, я больше люблю четное число, поэтому я ставлю 10 рядов. То есть после того, как мы набрали петли по краю, мы должны провязать 10 рядов резинки. Все, потом петли закрываем, наша горловина готова. Ну вот эти расчеты мне обязательно пришлите, те, у кого V-образный вырез. Теперь я покажу, как это все дело вязать. На своем маленьком примере покажу, как оформить вот эту серединку аккуратно. Если вы здесь будете вязать без убавок, то ваша резинка, она будет выпуклая и будет лежать некрасиво. У нас идет здесь сужение, да, к центру резинки. И здесь гораздо меньше сантиметров. Здесь 20, а здесь 15. Поэтому нам нужно ее немножко в центре аккуратно сузить, чтобы она лежала красиво. Так. Я, наверное, почитаю, что вы пишете, и покажу. Пишите вопросы, если есть. Вот у нас еще есть четко полчаса, чтобы я вам показала, как я это все дело буду вязать. Ой, вы так много написали.
Ужас. Так. Ой, перевязывать буду, пишет Леся. А почему? Да, жду ответа. Я вспомнила, что дочке как-то вязала горизонтальный свитер. О, Женя, будет, значит, тебе удобно вязать. Я недавно нашла ваш канал, очень нравится. Я из Германии, буду пробовать к вам чаще подключаться. Саша, вы молодец, делаю для свитера расчеты по вашему видео. Большое спасибо. Нина, очень мне приятно. Так, Наталья пишет: "И я все связала и уже сделала ВТО, и пряжа прям порадовала, высохло все за один день". Наталья, я помню, я даже помню, как, ваш вперед или спинка, уже не помню, разложена так в горизонтальном положении. Тоже закончила рукава. Оля, поздравляю. Так, Олеся пишет: "В обхват получилось некрасиво. В итоге увеличу на 10 сантиметров". Ага, поняла, поняла. Я уже думаю сделать как раз рукава узкими в облипку на широком платье. Это тоже можно, кстати. Я пока только крючком. Ой, прямой эфир приостановлен. Я не прочитала столько комментариев. Так, все нормально. Я пока только крючком вяжу, но смотрю, потому что очень нравятся вязаные спицами вещи, скоро начну осваивать их. Так. Не, ну ты невероятный метеор, у нас одинаковое количество петель, но я рукав никогда не связала бы за 2 часа. Я не знаю, почему так вышло. Я просто засекла время, я как раз пришла, к маме в гости и, посмотрела, когда я к ней пришла. Я вязала, мы с ней разговаривали, я ровно через 2 часа ушла, потому что я связала рукав. Так, приветики, приветики. Саша, ты сохранишь эфир? Пропускаю немного, малыша спать укладываю. Эфиры все, да, на моем YouTube-канале. Мне просто даже визуально не понравилось, когда лежало сшито. А, это Олеся пишет, что будет перевязывать. Оксана, я из-за этого решила сначала связать рукава, а потом уже буду пройму вязать, так что пока не знаю, как будет. Это насчет того, какую ширину рукава оставлять, да? Так, если мне не понравится узкий рукав, я просто по шву провяжу полоску и сделаю пошире. Ага. Так, привет, на секунду к вам, мой цветок жизни никак не уснет. Приветик, приветик. Висим. Ну, давайте переключим все-таки канал, ой, в смысле эфир, потому что, мне кажется, уже и висит, и не фокусируется, как будто что-то не то. Сейчас я переключу, и тогда можно будет начать вязать. Сейчас я беру свой образец. Это мне уже не понадобится расчеты, мне важно вам показать будет, как сделать серединку. Так, это я тоже убираю. А чё так темно? Какая-то темно... Или мне так кажется? Темнотища какая-то. Девочки, подключайтесь, отлично. Если что, пишите, если вдруг опять снова зависнет. Ну что, я как будто давайте представим, что у нас здесь еще есть спинка, и нам нужно вязать по кругу наш вырез. Но спинку вы и так свяжете, завтра я вам это все покажу. Мне сейчас вам важно показать вот этот, как раз вот эту центральную часть, поэтому я буду вязать туда-назад и показывать, как ее здесь оформить. Эту ниточку я могу затянуть, потому что это мое начало. Здесь я даже не буду следить за тем, как я набираю петли. Вот эту прям ниточку возьму свою старую, потому что это все не влияет на серединку. Я давайте просто для красоты, что ли, чтобы не так было стянуто, буду набирать в каждую третью петлю, в каждую третью кромочную 2 петли. Так, вот набрала раз, здесь набираю 2, раз, два. Теперь набираю раз, два в каждую кромочную 2 раза, в эту кромочную 2 петли. Так, все нормально. Теперь сюда опять 1,
вторая петля в каждую кромочную. И здесь, смотрите, я дошла до серединки, это важно понять, сейчас я как-то буду разворачивать аккуратно. Это важно понять, у нас в серединке здесь есть 2 центральные петли, они у нас пошли с вами на кромочную, но здесь они у вас как раз в самом начале, они еще не являются кромочной, и их очень хорошо в серединку, в них набрать еще одну петлю. Вот эта петля, она у меня, сейчас я вам покажу, вот эта петля 1, и вот петля 2. Потом они перешли в кромочные и как бы спрятались за нашими основными петлями. В эти обычно петли я набираю как раз 2 середины, которые я буду потом аккуратно оформлять, ну вот в центре нашего узора. Поэтому независимо от того, как я набрала петли здесь, у меня появляются еще 2 новые. Я вставляю в центр петли спицу и провязываю ее, ну, то есть набираю петлю, как бы провязываю лицевой раз. И вот моя вторая петля, которая потом у меня будет кромочной. В нее я тоже вставляю спицу. Так, подождите. В нее я тоже, подождите, в эту я вставила, не в эту, вот, следующую, вот в эту. Раз вставляю, и здесь у меня есть последняя моя лицевая, которая потом идет в кромочную. В нее я вставляю спицу и провязываю лицевой. Это моя серединка получается. И дальше я снова вяжу по своей схеме, по которой я делала расчеты. Как у меня тут получается? 2 я вяжу петли в каждую кромочную, из этой кромочной провязываю 2, раз, 2. Здесь в каждую 2 раза, из этой кромочной я провязываю 2, раз, 2. И у меня, кажется, еще последняя остается. Готово. Вот я набрала петли, и как раз видите, из этих 2 лицевых серединных у меня получилось 2 петли. Так, если эти 2 петли перекрестки. Ой, я не понимаю, что это значит, серьезно. Ну вот как бы оно выглядит в серединке, и тогда у вас здесь все аккуратненько. И вроде бы эти ушли в кромочные, и они же у вас тут ниже идут, правильно? Это у меня образец такой куцый. Вот, но это будет смотреться хорошо, и здесь не будут явной дырочкой. А если эти 2 петли перекрестить? Перекрестить. Я не понимаю. Ну, если это будет красиво, можете попробовать. Я рассказываю свой принцип. И здесь что самое важное, запомните, эти 2 петли, если вы вяжете резинку 2 на 2, я вяжу резинку 2 на 2, эти 2 петли должны быть лицевыми, центральные 2 петли должны быть лицевыми. Если у вас резинка 1 на 1, тогда вам еще здесь из серединки нужно добавить еще одну петлю, чтобы у вас была лицевая, изнаночная, лицевая, чтобы шло это чередование. То есть если 2 на 2 резинка, тогда здесь четное число 2 петли. Если резинка 1 на 1, тогда нечетное число, посерединке 3 петли, и третью мы между ними добираем. Саша, расчеты включаем, что там 2 петли набираются из середины. Нет, они не влияют на расчеты, то есть все равно получается красиво, поэтому мы их не учитываем. Так, переворачиваю я и вяжу свой изнаночный ряд. В изнаночном ряду мы ничего не делаем. Сейчас я буду теперь следить за тем, чтобы 2 мои петли были лицевыми. Поэтому лучше сразу сделать какую-то разметку, рассчитать. Ну, я обычно вот считаю 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть здесь я их провязываю изнаночными. Должно все получиться. Раз, два. Ой, подождите, все ли у меня сейчас получится? По-моему, нет, потому что я сняла кромочную. Так, лицевые, изнаночные, лицевые. Это у меня будут изнаночные, это лицевые. Да, все правильно, все хорошо. Я обычно начинаю вязать свою обвязку горловины где-то с плечевого шва, мне так удобнее всегда, и сразу тут же считаю, спускаюсь вниз по горловине, вот этой V-образной, и сразу считаю, с какой петли мне начать, чтобы у меня четко посерединке было 2. Либо если резинка на 1 на 1, то тоже смотрю чередование, чтобы тоже все было четенько. Ну, это уже такое, чисто ваша внимательность.
Так, они как раз красивость будут делать уголок. Да, верно, верно, правильно. Все нормально, отлично. Запоминаем, в изнаночном ряду мы ничего не делаем, мы вяжем просто по рисунку, вяжем нашу резинку. В лицевом ряду мы будем делать наши убавки. Убавки посередине здесь для того, чтобы создать красивый уголок. Вот правильно сказала, квакает, блин, Оксана, черт. Давайте переключу. Сейчас я переключу и будем вязать дальше. Ну что, еще девочки не подключились. Сейчас подождем капельку, капельку, капельку. Подключайтесь, девочки. Я вас жду. Подключаются. Отлично. Все, хорошо. Вяжем дальше. Если квакает, пишите. Дальше вяжем. Здесь у меня кромочные, как вы видите. Я снимаю, у вас кромочных не будет, так как вы будете вязать по кругу. Желательно здесь взять леску, ну, 40 сантиметров, 60, в принципе, можно, если у вас вырез большой. И вязать аккуратненько по кругу. Не фокусируется, да, как будто? Давай. Да что ж такое, теперь эфир приостановлен. Ну, сегодня что? Понедельник, правильно. Понедельник так всегда. Ладно, я вяжу дальше. Я вяжу по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Ага. А что у меня здесь не так? Все-таки я неправильно связала. Так, по центру 2 лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные, лицевые. Или я первую не сняла, я так понимаю, да? Не ту, наверное. Сейчас я посмотрю еще раз внимательно. Так, у меня здесь после лицевых 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8. Что-то где-то я потеряла. Так, девочки, я что-то где-то потеряла, и тут пока разбираюсь. Вот у меня 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот тут должны быть изнаночные. Вот это моя кромочная, которую я потеряла. А эти я связала неправильно. Так, у меня здесь вот эта лицевая, вот это должна быть изнаночная. Сейчас я тут сама с собой немножко поговорю, разберусь со своим вязанием и потом расскажу вам. Да, вот моя кромочная, я ее потеряла. Затягиваю. И это тоже какая-то растянутая. Что ты такая растянутая? Так, вот так. Все, готово. Все, я готова. Объясняю дальше. Так, вот моя лицевая, лицевая. Дальше изнаночные. Вяжу по рисунку свой узор. Это у меня просто, когда я закрывала петли, оставила петлю. Вяжу все с одного клубочка. Итак, провязываю здесь одну изнаночную, и вот мои 2 средние петли. Я специально оставляю здесь одну не провязанная. Сейчас она у меня изнаночная, но вообще, когда вы будете делать убавки, вы не обращайте внимания на то, какая здесь петля. У вас будет здесь и лицевые, и изнаночные. Вот я остановилась на этом месте. Теперь мне нужно вот эту петлю, мою центральную, провязать 2 вместе с вот этой изнаночной петлей, 2 вместе с наклоном вправо. Все то же самое, как мы делали убавки здесь, на своей V-образной горловине. Здесь наклоном вправо, здесь наклоном влево. И самое главное, чтобы вот эта петля наша, такая, которая образует красивую такую линию, она была всегда-всегда сверху. Да, понедельник, я уже заметила. Вот то же самое здесь. У нас 2 эти петли должны быть всегда сверху. Поэтому здесь сначала мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо, петля сверху, немножко затягиваем. Следующие 2 петли я меняю местами,
потому что не местами, а их разворачиваю, чтобы удобно было вязать за заднюю стенку, потому что я вяжу классическим способом, и чтобы петли лежали с наклоном влево, мне нужно их развернуть, иначе они будут скрещенные. И теперь я вяжу свою вот эту центральную лицевую, 2 вместе со следующей изнаночной с наклоном влево. Тоже хорошенько затягиваю. Все, дальше вяжу по рисунку. Делаю с двух сторон все синхронно, одинаково, симметрично, для того, чтобы у нас, ну, симметричная была горловина, конечно же. Так, переворачиваю. В изнаночном ряду я вообще ничего не делаю, просто вяжу по рисунку. Спасибо за маникюр. Одно слово понедельник. Вот у меня теперь даже и не листается эфир. Ой! Сбила я немножко камеру. Черт. Сейчас буду поправлять. Ногой сбила. Да, понедельник точно. Все, у меня теперь и не листается. Не зависло у вас ничего? Мне кажется, завис как будто бы эфир. В изнаночном ряду ничего не вяжу. То есть, в смысле, никакие убавки не делаю, вяжу все по рисунку. И здесь в центре, ну-ка посмотрим, что она тут сбилась, нет? Ну, минутки идут, но я не могу теперь читать комментарии. И здесь в центре у нас теперь получится чередование не 2-2, а как раз 1 лицевая будет, 2 изнаночные центральные, потому что мы вяжем как раз изнаночный ряд, и у нас все получается наоборот. Дальше 1 лицевая, 2 изнаночных, и так до конца. Я уже провязала, получается, 2, не 2, а 4, да, 4 ряда своей резинки. Мне нужно всего провязать 10 по моим расчетам. Вяжу дальше. Да, что-то не то, как будто бы. Вяжу дальше, снова лицевой ряд, снимаю кромочную, мне тут ее нужно все время подтягивать, но ничего. Вяжу по рисунку, и я должна довязать до того места, когда у меня останется 2 мои центральные петли и соседние. Так, вяжу, вот, дошла. Вот мои центральные, их уже хорошо видно, как видите, и изнаночная рядом. Здесь то же самое я беру и провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Раз, первый раз. Второй раз, вот моя лицевая и соседняя изнаночная, я их переставляю так, чтобы можно было связать за заднюю стенку, и вяжу 2 вместе с наклоном влево. То есть всегда мои центральные петли остаются посерединке лицевые, а 2 рядышком я убавляю. И это я делаю только в лицевых рядах. Это в любом случае, независимо от того, сколько у вас петель, какая у вас высота резинки, всегда этот будет работать метод. Сейчас я еще раз переключу эфир на всякий случай. Может быть, получится что-то, потому что я хочу ответить на вопросы. Изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем, как обычно, просто по рисунку, не делая никаких убавок. Следим за тем, чтобы мы по рисунку вязали очень четко, потому что у нас посерединке может быть чередование неверное. Здесь теперь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных подряд. И это нормально, здесь нет ничего страшного. Так, теперь 2 лицевые. И 2 изнаночные. Девочки, кто подключается, я продолжаю просто вязать, посмотрите на ютубе, потому что в понедельник нет сил бороться с инстаграмом, или я не знаю, что происходит, может интернет там с нашим что-то. Ну, в общем, вяжу потихоньку, и если что, думаю, будет понятно. Самое главное, чтобы вы писали вопросы, я успела ответить на вопросы. Ну вот, у нас получается, как раз видите, вот эта V-образная горловина, здесь нет дырочки, и по центру идут
идут наши лицевые петли. А тут потихоньку соединяются они, как бы смыкаются с центральными петлями наши вот эти рабочие, которые образуют нашу резинку. Вяжу дальше. Все-таки должна довязать, как ни крути, если что, на ютубе потом посмотрите. Снова вяжу наш лицевой ряд. Здесь снова будут убавки. Здесь вот я довязываю как раз наши центральные. Их, кстати, можно отметить маркерами, если вам удобно, но маркеры придется все время переставлять. 2 петли в центре Яна, 2. Маркеры придется все время переставлять, потому что вам нужно будет с этими петлями работать обязательно, с этими центральными, вязать их 2 вместе то в одну, то в другую сторону. Так, может быть, так будет лучше. Попробуем сейчас. Стараюсь, и не получается у меня. Ну что, мы снова провязываем нашу центральную петлю и петлю рядом. Первый раз 2 вместе с наклоном вправо. Второй раз я меняю их и вяжу 2 вместе с наклоном влево. Готово. Затягиваю здесь хорошенько и дальше вяжу снова по рисунку до конца своего ряда. Так. Вот, готово. Ой, я уже сбилась со счета, сколько я провязала, кстати, рядов. Это нужно тоже учитывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот мне еще один ряд провязать туда-назад, и моя резинка как бы закончится. Мне нужно будет ее закрыть. Я закрою ее и покажу вам, что у меня получилось. Так, в изнаночном ряду внимательно слежу, чтобы я все аккуратно вязала по рисунку, чтобы я нигде не сбилась. Иначе рисунок будет искажен. Как думаете, Ализе Лана Голд Плюс подойдет для горизонтального свитера или слишком толстый? Подойдет, конечно. А есть разные модели, не обязательно тоненькие свитерочки вязать. Можно же вязать классный толстый объемный свитер. Так, круглый вырез как? Я пропустила. Круглый мы будем завтра. Завтра будем обсуждать. Я уже на примере своего платья буду показывать. Вот снова наши центральные петли. И одна у меня осталась петля от резинки. Вяжу 2 вместе. Провязала эти петли, следующие меняю и снова вяжу 2 вместе. Если у вас резинка 1 на 1, я думаю, вы понимаете, вы вяжете 2 вместе, дальше у вас изнаночная, а потом снова вяжете 2 вместе. То есть просто между этими двумя петлями провязываете всегда изнаночную. Дальше вяжу изнаночные, лицевые. Тут у меня есть кромочная, у вас ее не будет. Вяжу изнаночный ряд и сейчас буду петли закрывать свои. И посмотрим, что у меня получилось. Потому что пока это все на спицах, и оно выглядит не так, как, ну, как оно будет у вас лежать. Саша, откуда центральная петля? Их 2 петли, я показывала, Яна, посмотришь потом на ютубе, я показывала. Я набирала их из этих петель. То есть у меня есть 2 петли, которые вот эти, как же это сказать, на вырезе V-образном, мы их провязывали с вами. Я показывала, как их вязать. А когда я делала набор петель, я набрала из тех кромочных, не кромочных, да, из тех петель, которые потом у нас образовывают кромочные, и их не видно, они у нас как раз вот здесь, с этой стороны сейчас остаются. И как раз в самом начале я вставила спицу в эту петлю и связала одну, вставила и связала вторую петлю, и у меня получились 2 новые по центру петли. Саша, я уже сделала обвязку из косы, ДЗ по расчету уже не нужно делать? Нет, девочки, не нужно. Те, у кого у кого вообще, в принципе, другой вырез, не такой, как здесь я показываю, мы расчеты не скидываем. Мне не скидывайте расчеты. Вы просто напишите мне, что у вас, ой, в смысле, что у вас круглый вырез или какой-то другой. Я отмечу, что домашнее задание сделано. И те девочки, у которых круглый вырез, как у меня на платье, тоже мне домашнее задание по расчетам V-образного не скидываете. Тоже можно мне просто написать, или я потом по мере вашего высылания домашних заданий буду тоже в таблице отмечать. Видите, да, как я закрываю петли? Я провязываю той петлей, которая у меня по рисунку, вот лицевая, а потом протягиваю ее через предыдущую. Кромочную здесь провязываю, протягиваю через предыдущую. Так закрываю, и у меня получается не стянутый, и в то же время не такой растянутый. Не стянутый и не растянутый.
Так, выглядит как 3. 3 будет, когда резинка 1 на 1. Вот, я все связала. Смотрите, какая белиберда тут у нас получилась. Вот, когда вы будете, здесь у вас идет резинка и V-образный вырез дальше, да? Понятно. Когда вы будете надевать на себя платье, как раз резинка у вас здесь хорошо будет растягиваться на вашей шейке. Здесь еще из-за того, что резинка, она немножко скукоживается. Но вот если все это дело хорошенько разгладить и надеть, то оно вот в таком виде у вас и будет находиться. Вот, можно так сказать. И как раз, здесь уголочек у нас этот образовался, и все аккуратно, нет никаких, заломов, нет какой-то выпуклости ненужной, все нормально. Еще что я хотела показать, это видите, я все с одного клубочка вязала, поэтому у меня столько всяких ниток. Еще что хотела сказать, как справляться с вот этим вот, я многим девочкам в интенсиве показывала, но покажу тоже еще вам, как справляться с вот этой кривизной. Видите, здесь петли ровненько убавлялись, а здесь они немножко кривятся. Все дело в том, что вы, когда делаете убавки, вы как бы цепляете эту ниточку, ну, это не ваша вина, так ложится пряжа, цепляете ниточку не за центр, а за ее краешек. Вот можно просто спицы взять, и те петли, которые у вас как бы смотрят в другую сторону, немножко, да, они у вас таким зигзагом идут, вы эти петли спицей немножко подтягиваете. Вот она, например. Вот, например, здесь. И тогда у вас все выровняется. Это не ваша ошибка, это не потому, что у вас там руки не из того места. Это чисто такая, ну, как бы физическая особенность вывязывания 2 вместе в эту сторону. Вот вы петли вот так подправите, и все, они уже выглядят гораздо ровнее. Ой, вообще не фокусируется. Вы пишете классно, а тут такой ужас. Саш, как делать, чтобы одна, а не 2 петли по центру шли? Значит, Оксана, значит, вам нужно здесь из этих 2 петель вывязать изнаночные, если резинка, да, 1 на 1, а центральную, наоборот, сделать лицевой. То есть поменять. Здесь у вас будет изнаночная из одной, из второй петли, а по центру 1 лицевая, и с одной лицевой вязать 3 вместе. Просто 3 вместе это тоже очень хорошо будет выглядеть. Не фокусируется оно нифига. Жаль. Так, что я еще хотела по этому поводу сказать? Я еще хотела нарисовать вам вот этот принцип, почему ложатся так петли. Ну, я думаю, что на ютубе будет видно, а вы, девочки, еще потерпите немножко, я потом камеру поменяю. Вот, я рассказываю про вот этот случай, почему петли так ложатся. У вас получается одна петля ложится ровненько, а вторая как бы немножко вот так. Одна петля ровненько, а следующая вот так. Одна ровненько, а следующая вот так. И чтобы подправить, получается, у нас центр находится здесь, центр петли, здесь, 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 здесь и здесь. И чтобы поправить, нужно эти центры как раз-таки разместить в нужное место, то есть чтобы все петли лежали вот так ровненько. Это все можно сделать просто руками, либо взять спицу и все это аккуратно, как я, подтянуть. Тогда петли будут лежать ровненько. Это чисто такое, ну вот я же говорю, как бы не из-за того, что у вас руки не с того места, а из-за того, что когда вяжете, вы немножко цепляете не за центр петли, а немножко подтягиваете ее в эту сторону. Вот эти петли стремятся немножко в эту сторону больше лечь, а здесь у них как раз меньшая часть находится. И из-за этого кажется, что вот немножко вот такое какое-то кривое вот здесь. Вот эта сторона кривая, а это ровненькая. Но все это исправляется вот таким способом. Не нужно там даже ничего перевязывать. У меня с того боку также ровно, так как я крючком хитрю, и при переходе в платочке по кругу тоже. Ой, давайте я поменяю камеру и почитаю, что вы пишете, потому что это очень интересненькое. Ну вот с близкого расстояния, может, вам лучше видно, я не знаю. На ютубе, конечно, какая-то муть получается. Ну, надеюсь, будет видно. Вместо 2 3 набрать. Света, что говорю Света? Оксана. Оксана, набираешь 2,
и между ними специально еще из протяжки третью. Тогда вот эта третья будет центральная, тормозит, да? Третья это будет центральная и будет как раз очень аккуратно, если хочется, чтобы было 3%. Ой, привет, Евгений, я во Вьетнаме. Привет во Вьетнаму, сложное такое слово. Привет, очень рада, что ты нас смотришь. Как дела? Господи, сколько дел я пропустил, очень много. Я уже даже начала обращаться. Это Евгений, который вяжет и который смотрит мои прямые эфиры. Я уже много про него знаю. Мы тут уже вяжем целые крупные изделия, и я уже давным-давно стала обращаться ко всем своим зрителям девочки, потому что знаю, что мальчиков уже нет, а раньше называла как-то девочки-мальчики, да, бывало такое, девочки-мальчики, а сейчас только девочки, потому что иначе никак. Ну, я понимаю, что мальчиков уже нет. О, Оксана поняла, отлично. Фух, все, я вроде все рассказала, 54 минуты, уложилась в час. Если бы ничего не тормозило и все нормально показывало, то, наверное, было бы все еще лучше. Сашенька, то есть каждый раз в центре уберем по одной петле с каждого края. Да, верно, в каждом лицевом ряду. В изнаночном вяжем по рисунку, по кругу, в каждом лицевом ряду, вот в этом центре мы убавляем с одной стороны, и с другой стороны одну петлю. И тогда у вас получается как раз, ну вот, такое гладкое, что ли. Да ради бога, я пропал надолго. Но если пропал, значит жизнь активная, поэтому, думаю, еще лучше все, чем было. Куча дел и работы. Ну вот, я же говорю, значит жизнь активная, значит все в порядке. Ну что, девочки, что от вас требуется? Те, кто вяжут V-образный вырез, от вас вот такие небольшие расчеты. Кто еще не понимает, как набирать из круглого выреза, потому что я, в принципе, это не показывала, дождитесь завтрашнего эфира. Завтра я покажу, завтра, думаю, вторник не будет сильно тормозить. Я покажу, как я набираю по круглому вырезу петли, потому что это надо показать, ну, то есть самостоятельно, кто новичок, тот не поймет. Покажу, как набирать из круглого выреза петли, и тогда вы уже можете, если вы не уверены в том, что вы нормально это сделаете, тогда уже можете вязать свой V-образный. Те девочки, у которых вырез из косы или круглый, вам эти расчеты делать не нужно, потому что они, ну, как бы не имеют никакой роли для вас. Вы мне просто либо пишете, что у меня круглый вырез, либо, я же говорю, потом, попозже я буду отмечать, следить, вы же мне скидываете все равно ваши работы, ваши фотографии, все равно буду отмечать, что это задание у вас выполнено. Но лучше, конечно, написать, чтобы я сразу это отметила. Так, ух ты, Евгений вяжет, да, вяжет. Даже я работы его видела, так что это 100%. Забыла, вырез обвязывать после ВТО. Вырез в нашем платье можно обвязывать и до ВТО, и после ВТО, потому что у нас самые главные швы, которые будут нам мешать, если мы их сделаем до ВТО, они не касаются выреза и не касаются плеч. Они будут на рукаве, и когда мы будем сшивать спинку и вперед. Поэтому можно вырез и до ВТО, и после. Это уже как вы решите. Именно поэтому я говорила... Что я говорила? Не поэтому, кстати, это совсем не поэтому. Когда мы вязали рукава, я говорила связать рукава, сделать ВТО. Вот можно связать рукава, обвязать вырез и потом сделать ВТО. Так, первый раз вижу парня, который вяжет. Елена, я не первый раз вижу, но их не так-то много. Я знаю 3 точно человека, мужчины, которые вяжут, но вот Евгений в том числе. С 2 другими я лично знакома, их видела вот так в глаза и тоже 100% знаю, что они вяжут. Вот, вроде все. Завтра будем разбираться с круглым вырезом. В среду мы будем сшивать. Ой, мне нужно до среды все довязать. В среду мы будем сшивать, в четверг я не знаю. В четверг, может быть, либо перерыв сделаем. Все-таки хочется больше платьев показать, и я бы, наверное, с удовольствием в понедельник бы подвела итоги, потому что, знаете, когда кардиганы мы вязали в интенсиве, получилось так, что в четверг я очень много кардиганов показала, а в понедельник их было еще больше, потому что у нас интенсив заканчивается 8, кажется, октября, воскресенье, вот воскресенье, какой день, я не помню. 8, да, 8 октября, а четверг это получается... Ой, я все закрыла нафиг.
а в четверг это получается 5. И у нас еще целых 3 дня для того, чтобы доделать работу, поэтому я все-таки за то, чтобы как можно больше изделий показать. Так, их много, особенно в Америке. Я шаль вот скоро начну вязать с одним совместно. Классно. Круто, конечно. Куча видео на YouTube от мужчин и комментариев, да? Я так поняла. Я за понедельник. Вот, отлично. Если у меня рукава отдельно вяжутся, ВТО делать деталями до сшивания. Да, 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 да. Если рукава отдельно, тогда тоже рукава отдельно сделать ВТО, спинку вперед отдельно. И потом только мы будем сшивать рукав пришивать к основному полотну и дальше сшивать рукав и спинку вперед. Вот, вроде все сказала. Надеюсь, вы что-то на ютубе увидите, и что-то будет понятно. Ну, по крайней мере, я постаралась словами объяснить, как это все делается. Если что, пишите, если прям совсем непонятно, я могу еще отдельно снять днем видео на телефон, красивое, но это тоже достаточно время такое занимает у меня, чтобы сесть, связать это все. Но все равно, если вдруг, то пишите, постараюсь. Все, 59 минут, пообщались мы с вами, до завтра. Готовьте все свои домашние задания. Если есть вопросы, пишите. Кто не успевает, тоже мне обязательно пишите, потому что я отмечаю там дату, что я переношу вам выполнение домашнего задания на другое число. Фух, сама тоже пойду вязать, мне нужно связать рукав, обвязать горловину, но горловину завтра мы с вами начнем вместе вязать, а вот рукав мне надо. Так, все молодцы, девчонки, я даже здесь в магазин дошел с пряжи, так обрадовался, на многое, наверное, упустил, скучал, если честно. Я тоже иногда высматривала, не смотрит ли нас Евгений. Так что иногда захаживаю, у нас тут очень много всяких девочек интересных. Так, еще подожду, пока Евгений напишет про пряжу, потому что Яна спрашивает, классная ли там пряжа. И тогда уже отключусь. Я все думаю, все ли я сказала. Иногда бывает так, что эфир проведешь, вроде по конспекту все сказала, а потом приходит время, и я понимаю, что я там кое-какие моменты не рассказала. И так думаю, эх, ну ладно, тогда в следующий раз. Ну, сейчас не знаю. Посмотрим. Ну что, не пишет Евгений почему-то про пряжу. Спасибо, Яна поблагодарила, что я жду. Пока не понял, не было времени. Ну тогда, если что, еще раз как-нибудь подключись к нам в эфир и напиши, какая там пряжа. Покажи платье в рост, пожалуйста. Удачного вечера, Саша. Если я встану, мне кажется, не будет видно все равно. На следующий выходной поеду, фото Саши скину. О, Яна, тогда я тебе перекину. Вот платье. На ютубе не видно. Но у меня есть фотография, кстати. Ой, так интересно вести. Ой, давайте я буду прямые эфиры вести вот так стоя. И буду, ну, как бы более торжественно себя чувствовать, что я такая тут дама стою и вам все рассказываю. Тогда мне нужно еще и низ продумывать, чтобы у меня был красивый не домашние шорты или юбочка, а что-то такое другое. Ну, имела в виду, какая вообще она там. Ну, я тебе, Яна, скину, если что-то Евгений напишет. У меня есть фотография, это платье в моем профиле Инстаграм, но эта фотография, может быть, год назад. Нет, не год, даже больше, 1,5 года назад. То есть это нужно там хорошенько пролистать. Но я думаю, что я еще опубликую эту отдельно фотографию перед интенсивом, чтобы вы видели. Спасибо, все пишут красиво, красиво. Саша, получается, ворот со швом будет или я что-то пропустила? Нет, воротник мы вяжем по кругу. Здесь почему я так вязала? Потому что, ну, как бы мне нет смысла вязать все эти дальше остальные петли просто по рисунку. Я чисто вот этот кусочек показала. Воротник вяжем по кругу, без шва. Если у вас нету нужной лески, нужной длины, тогда советую взять леску прям совсем длинную, ну, сантиметров там 80-100, и вязать, как обычно, знаете, как раньше шапки вязали. То есть вязать вот так вот у вас останется петля. Здесь у вас будут ваши петли,
а здесь такая будет у вас как бы петля. А здесь у вас будут ваши рабочие петли, а это будет так ниточка торчать. Не ниточка, лесочка. Ну, то есть, или берите 40 сантиметров леску и меньше, либо наоборот, большую, 180 сантиметров, и вяжите так. 120, да, можно 120. Как ведущая прогноза погоды, точно. Как прогноз погоды. Вот 2 человека написали. Ой, третья, если стоит, то как комментатор погоды по ТВ. Ну все, тогда, может быть, мне еще сюда что-то повесить, какие-то плакаты, знаете, вот такого типа. Повесить плакаты большие, и я буду с указкой. Я уже, у меня уже пошла фантазия. Я буду с указкой, еще найду какую-нибудь классную указку, надо длинную спицу деревянную толстую, и буду вам с указкой показывать, какие петли где набирать. И желательно еще одеть очки, и все, и тогда будет совсем другое восприятие. То есть мы ждем завтра расчетов и вяжем все сразу. Завтра расчетов не будет, потому что круглый вырез мы не рассчитываем, мы сразу там набираем петли. Ждем видео V-образного выреза. Так, нитки фоном на доске рисовать, как настоящий учитель. Света, ты о своем. У нас Света учитель. Вот как раз написала. Давай плакаты своих изделий. Мне, честно говоря, девочки, у меня есть опыт выступать перед большой аудиторией, поэтому я совершенно спокойно могу тут встать и с указкой вам все рассказывать. Но это уже будет не то. И на доске маркером рисует. Да, маркером на доске, точно. Ну все, если вдруг, я поняла, если вдруг надоест нам такое общение ни о чем или интенсивы, где вот я вот таким образом всю информацию подаю, мы потом переключимся на такое, где я буду стоя рассказывать с указкой в очках и с плакатами и все такое. В общем, повеселились мы. Все, давайте прощаться, до завтра. Завтра будем только вязать. Окей, рад видеть всех. У нас уже 2:30 ночи. Спокойной ночи тогда. У нас пока 10. 10. Даже не 30 у вас, значит, или 3 часа, или еще 2 часа. Ну, в общем, неважно. Все, пока.